Всем доброго утра. Вы знаете, однажды мне одна женщина, которая знает меня много лет, сказала следующую вещь. Инга, многие, которые лезут в магию, мечтают знать или чувствовать, видеть хоть 1/10 того, что вы видите. Но не имея никаких способностей, они просто зарабатывают миллионы. Вы с такими способностями должны сейчас миллиардером быть. Вы знаете, друзья мои, если бы я превратила свое ремесло в денежный станок, то да. Я бы смело брала любые деньги, даже за консультацию, потому что я уверена в себе, я знаю, что я просто сканирую человека, я вижу все, и мне не пришлось бы там переживать или стыдиться, что я просто взяла эту сумму, а вот не оправдала. Я уж не говорю о работах и о прочем. Но дело в том, что нужно брать откуп. Это положено, так надо, чтобы не откупаться самой. Я очень часто откупаюсь, у меня очень часто бывают иногда такие периоды непредвиденных расходов, именно потому что я очень много дарю, люди этим пользуются, и, естественно, я откупаюсь за то, что я подарила. Но это мой выбор, и я совершенно спокойно к этому отношусь, и люди ни при чем здесь. Я сама выбрала так делать, значит, я сама как бы за все и отвечаю. Но дело в том, что брать символическую плату или определенную плату за свой труд – это нормально, это должно быть. Но в то же самое время огромное количество моих сил тратится на создание книг, на то, чтобы разъяснить определенные вопросы. Я не встречала еще никого, кто бы столько объяснил про печати, про все, что связано с людьми. И огромное наследие, которое я оставлю, не только простым людям, да, и людям профессиональным, которые есть, их не так много, но они есть, естественно, и которые придут после меня, они вот эти все мои знания применят для себя, для своего развития, для того, чтобы лучше понимать и лучше помогать людям. И вот если бы я не отдала всю себя работе и помощи людям, да, если бы я только думала о том, чтобы зарабатывать на своем умении и знании, то да. Так что, как видите, у нас который час? 04:18. Все мои великие критиканы, наверное, храпят и видят 20-й сон. А я работаю, я помогаю людям. Вот поэтому, естественно, совсем не оправданы те высказывания, что я, только деньги, только богатство, я об этом только и думаю. Идиотизм. Отвечу на вопрос одной женщины насчет того, что я чахну на золоте и боюсь куда-то путешествовать, ездить. Вы знаете, смешно. Дело в том, что я в течение 11 лет почти ездила по всему Золотому кольцу России. Я участвовала в раскопках. Я участвовала в исторических слетах. Я столько ездила. Я столько проездила вот всю Россию вдоль и поперек. И Закавказье, и Кавказ, и везде, где я только не была. Я просто устала от этих поездок. Я просто устала. Для меня это не экзотика уже давно. И еще у меня очень много работ. Я должна очень многое довершить, довести до финала. И после этого я, конечно, может быть, и позволю себе отдохнуть. Вы знаете, моря и прочее, это очень хорошо. Но есть одно но. Если кто-нибудь вообще был знаком с ведьмами, с настоящими ведьмами, с бабушками, которые заговаривали, шептали и так далее, они были очень заняты, очень натруженные просто женщины. И у них настолько было мало времени на себя. Понимаете, поэтому смешно это все смотреть, слушать. Да ладно.
Так вот, о чем речь? О том, что я, хоть и утро, хоть я еще и не отдыхала, но ничего страшного. Я хочу вам подарить этот ритуал с хлебом. Друзья мои, у меня есть ритуалы с хлебом. Многие мои идеи, конечно, берут, немного переделывают. Ну, что делать? Я уже привыкла. Как говорила Екатерина Великая, воруют, значит, есть что воровать. Это радует уже. Так вот, хлеб, перенос болезней на хлеб, перенос, перекид бедности на хлеб и все прочее. К хлебу надо относиться бережно. Даже если вы что-то перекидываете, то есть начитываете, в любом случае должно быть уважение к хлебу. И не пачкать хлеб, ни сверху не лить что-либо. Хлеб – это источник нашей жизни, и люди в голодных, осажденных городах мечтали о куске хлеба. Вот поэтому с хлебом будьте осторожнее и не проявляйте никакого неуважения никогда, даже если вы делаете какие-либо ритуалы с хлебом связанные. Так вот, хлебу передавали тоску по умершему. Хлеб оставляли на кладбище. Хлеб кидают через левое плечо. Я вас учила, когда мертвый начинает сниться. Хлеб это уникальный продукт, который можно использовать в разных ритуалах. Как вызвать удачу и деньги, так и перекидывать эту неудачу и безденежье на хлеб. Так вот, я создала этот ритуал согласно поверью о том, что на перекрестке иногда собираются 6 бесов пировать. Бесы – это, скажем так, низменные духи, но не совсем так. Бесы – это как бы по рангу ниже демоны. Но чаще всего бесы отвечают вот за то, что забирают отрицательную энергию, могут пойти побеспокоить кого-либо, напугать. То есть ты направляешь. Бесы могут довести до безумия, смотря какой категории беса ты вызываешь. Здесь нет вызова бесов. Здесь условно просто выговаривается определенный заговор, после чего хлеб нужно вынести и оставить на перекрестке. Просто хлеб, без никаких монет и все прочее. Считается, что если человек хочет вынести из дома безденежье, то нужно наговорить на хлеб, перекинуть на хлеб и отдать бесам в корм. То есть бесы наедаются хлебом, а вместе с хлебом съедают и твое безденежье. Вот этот смысл работы весь в этом и состоит. Так вот, что нужно делать? 6 свечей зажечь вокруг хлеба, круглого хлеба. Ну, лаваш можете взять, там есть, может быть, и можно буханку. Ну, такой круглый хлеб он должен быть, потому что он олицетворяет круг. Земной круг, круговорот жизни, энергии и так далее. Круглый хлеб, вокруг хлеба 6 свечей расставить, зажечь. И делается это либо ранним утром, вот сейчас раннее утро, либо, когда еще солнце не взошло, или когда солнце уже, собственно говоря, уходит в закат, да, в закат уходит на покой. 6 свечей зажигается на черном алтаре, начитывается 6 раз, после чего нужно погасить эти свечи, взять этот хлеб. Если вы ночью начитали, отложите куда-нибудь, но чтобы никто вдруг не съел. Потому что иначе вам придется повторить, и вообще нехорошо. Тот, кто съест этот хлеб, конечно, эту бедность на себя возьмет, поэтому это не надо делать. Далее. Возникает вопрос, вот вы отнесете на перекресток, бесы же на самом деле не съедят, они съедят энергию хлеба, аромат. Духи питаются энергией и ароматом, в отличие от людей, которые едят именно продукт. Но съедят там собаки, кошки, да. Им ничего не будет, им человеческие страсти вообще нипочем, и для них совсем иная энергетика, иное измерение. Им наши вот эти все моменты никак не мешают. Так вот, оставляйте на перекрестке вместе со свечами. Свечки дайте, хлеб кладите и уходите. Перекресток не обязательно, чтобы был оживленный. Вы можете в лесном перекрестке оставить, вы можете оставить на перекрестке в поле.
перед этим выберите этот перекресток, знаете, где вы оставите, и все. Если утром делаете, то в течение дня отнесите и оставьте. Если ночью сделали, отложите до утра и днем идите, оставьте. Ничего не говорите, просто оставляйте хлеб, отворачивайтесь и уходите. И вы увидите, что если у вас были препятствия, связанные с деньгами, но никак не шло, у вас это откроется. Еще раз говорю, почему различные ритуалы изгнать бедность, да, свести бедность на какие-то предметы, там, убрать из дома и так далее. Потому что люди разные, у них энергия разная, и у каждого своя энергия. Кому-то очень подходит работы с водой, смыть бедность, например, есть у меня ритуал. Кому-то очень подходит работы с огнем, сжечь бедность, понимаете? Кому-то подходит с монетами, вот свести на монеты, вынести из дома, а кому-то может подойти с хлебом. Вот все остальные у него не особо сработали или сработали слабо, а вот с хлебом замечательно сработало, например. Поэтому и множество ритуалов. Итак, читать нужно 6 раз на закате, то есть, извиняюсь, после заката и на восходе солнца, то есть ранним утром, пока солнце не поднялось в зенит. После просто отнести хлеб, можете в пакет положить, отнести хлеб вместе со свечами, оставить на перекрестке, отвернуться и уйти без слов. И через некоторое время вы заметите перемены. Вопрос, если ребенок найдет, если человек найдет, это не важно, вы не перекидываете на человека. В магии работает точно так, как ты сказала. Понимаешь, ты сказала, вот кто хлеб съест, там на него и перейдет. Значит, так и будет. А я это не советую делать. Но поскольку вы сказали, что бесы съедят, все, бесы съедят этот аромат, они возьмут. Остальное обесточенный продукт. Кто съест, куда унесут, совершенно можно не переживать и не бояться. Но, в принципе, люди уже начитанные, разумные, поэтому они прекрасно понимают, что там, где свечи и хлеб, это все-таки откуп, перекид, и они трогать не будут. Итак, начнем. Урочная да полуночная, бедность маята, злая суета, душу не грызи, сердце болью не тряси, бедность маята, сойди с моего хребта, с меня сойди, на хлеб перейди. На перекрестке 6 бесов собрались, пир устроили, бедность к себе позвали. Бери, нищенка, свой хлеб. Иди на бесов пир, бедность на хлеб перейдет, из дома моего уйдет. Бесы хлеб этот съедят, насытятся, а с хлебом и бедность себе заберут. Бедность в хлебе запираю, хлебом бесов угощаю. Бесам моя бедность, а мне богатая жизнь. Заклято. Урочная да полуночная, бедность маята, злая суета, душу не грызи, сердце болью не тряси, бедность маята, сойди с моего хребта, с меня сойди, на хлеб перейди. На перекрестке 6 бесов собрались, пир устроили, бедность к себе позвали. Бери, нищенка, свой хлеб. Иди на бесов пир, бедность на хлеб перейдет, из дома моего уйдет. Бесы хлеб этот съедят, насытятся, а с хлебом и бедность себе заберут. Бедность в хлебе запираю, хлебом бесов угощаю. Бесам моя бедность, а мне богатая жизнь. Заклято. Я думаю, что достаточно. Не буду я 6 раз читать. Проведите, и результат не заставит себя ждать. Всем удачи!